19 декабря 2019 года в игре Stalker Online вышло очередное обновление, в котором были переработаны механики нанесения урона. Со слов разработчиков, данное обновление было призвано сделать наносимый урон игрокам более понятным и логичным. И именно с этого момента после входа в игру большинство игроков поняли, что их поимели самым некрасивым образом. Всем привет, в эфире Плохой Игрок. Посмотрев это видео, вы сами убедитесь в том, что изменение механик наносимого урона – это всего лишь цель увеличения трат игроков, которые были всего лишь скрыты такими словами, как логичный и понятный. И эти слова, естественно, к данному обновлению не имеют никакого отношения. Давайте вместе вернемся немного назад, к тому времени, когда начала воплощаться в реальность идея создания нового персонажа. Вся суть нового персонажа была в переработке большинства игровых механик, а также игровых моделей, реальные образцы которых должны были заменить отчасти футуристичные модели старого персонажа. В игру были добавлены приближенные к реализму механики передвижения и анимации самого персонажа. Была проделана невероятная по объему работа по созданию новых реалистичных моделей оружия с включением механик их кастомизации, а также переработаны и добавлены новые реалистичные модели обмундирования. Была выполнена полная переработка существующих моделей прицелов в сторону их большего реалистичного поведения, а также добавлена такая вещь как баллистика, которая полностью меняет игровой процесс и переводит его из разряда аркады в сторону симулятора. Кроме того, были полностью изменены механики износа оружия и внедрена более реалистичная система его использования, а именно добавление принудительно заряжаемых магазинов. К примеру, если на старом персонаже вы могли практически без остановки выпустить из того же 107-го 5000 пуль, не беспокоясь о его техническом состоянии и потом спокойно и дешево его отремонтировать, потеряв лишь немного прочки, а позже при необходимости восстановить, используя кусок дешевой изоленты, то теперь в режиме боя вы постоянно должны не только следить за опустошением ваших магазинов и делать периодические перерывы на их зарядку, но а также своевременно производить обслуживание и ремонт вашего оружия, постоянно забивая себе голову такими моментами, как, например, его рациональное использование, ибо траты на ремонт по сравнению со старым персонажем были увеличены многократно. Короче, учитывая все изменения в игре, был поставлен курс на максимально возможный реализм. Говорить о том, что мы вернулись к старому персонажу, не совсем корректно, ибо, учитывая тот факт, что игровые механики нового персонажа были оставлены, но при этом была произведена переработка наносимого урона, который, кстати говоря, стал в разы ниже, чем был на старом персонаже, затраты игроков и, кстати, особенно клановых, возросли многократно. К примеру, если раньше убийство игрока у вас занимало от 2 до 5 выстрелов, и при этом вы еще страдали немалыми тратами, которые шли на восстановление оружия, то теперь с переработанным уроном и использованием разных бафов на убийство того же игрока, грубо говоря, и усредненно, вам нужно произвести на 10 выстрелов больше. Таким образом, если вы делаете на 10 выстрелов больше, то соответственно затраты на восстановление оружия и покупку патронов при аналогичном бое после обновления у вас возросли в 10 раз. Ни хреновые, скажу я вам, траты, если до обновления, к примеру, за один бой состояние вашего топового оружия снижалось на 1% и восстановление стоило 100 тысяч игровых рублей, то теперь при аналогичном бое затраты уже составят 1 000 000. И это даже не беря во внимание факт механики прогрессивного износа оружия и затраты на патроны. Причем, как вы знаете, теперь вы вынуждены использовать самые дорогие патроны из класса. Все эти затраты также касаются игроков, которые в основном занимаются отстрелом мутантов, ибо я сомневаюсь, что для каждого убийства того же кабана вы обходите его за полкилометра по кругу, заходя с тыла, не подманивая к себе поближе и стреляете ему каждый раз точно по яйцам, ибо слабое место у него находится именно там. Если вас не устраивал момент с дрочкой магазинов, то поздравляю, частота вашей дрочки также возросла в 10 раз, но это так, для красного словца. Не хотелось об этом говорить, но тут по-любому появятся такие люди, которые будут утверждать, что изменение механик урона наоборот пошло на пользу, ибо теперь их не убивает легко каждый нуб из недорогого оружия. Вдумайтесь только в саму суть этих слов. Вообще данное утверждение уже выглядит глупым и зашкварным, так как до обновления эти люди также могли быстро убивать этих нубов с 2-3 выстрелов, и говорить о таких вещах может только несмышленный человек. Мнение же большинства игроков на тему сталкеров довольно обновой — это факт того, что они теперь хоть как-то могут перекрыть свой скилл с использованием топовой брони, оружия и бафов.
Разумеется, какая-то мирная случайная копалка, которая не может позволить себе дорогое снаряжение и вооруженная относительно дешевым оружием, заряженным обычными патронами, в большинстве случаев будет проигрывать такому мега-нагибатору на стероидах. И тут вообще нет никакого повода для гордости. И это является еще одним из больших минусов данного обновления. Теперь игроки не равны между собой. Побеждает тот, кто нацепил на себя топовую броню, взял в руки хорошее оружие и обвесился артефактами. Все вышесказанное мной – огласка мнения большого количества игроков. Я продолжительное время мониторил информацию в игровых фан-группах и знаю, как обстоят дела. Теперь я хочу рассказать о некоторых моих ощущениях, которые сложились сразу же после выхода данного обновления. Ни для кого не секрет, что значимую роль в этом проекте играет игровая атмосфера. Начиная играть с нуля в Stay на евросервере и получив первый гладкоствольный ТОС после запар с наганом, ты сразу же ощущаешь, что твои возможности в игре выросли, и ты уже можешь заняться охотой на кабанов. Получив желанный самозарядный карабин Симонова, ты понимаешь, что уже практически можешь свернуть горы и охотиться на более серьезных мутантов. Нет предела радости, когда в твоих руках уже имеется АКС-74О с несколькими магазинами. Можно сказать, что это относительно недорогое оружие начального уровня, к которому не стоит тягаться с более продвинутыми экземплярами. Однако, держа его в руках и все больше и больше углубляясь в аномальную зону, ты ощущаешь всю его целостность и понимаешь, каким бы неказистым это оружие не было, оно надежно, и с ним ты ощущаешь себя уверенно. Обновление с переработкой урона полностью похоронило эти ощущения, как похоронило цели добывать более дорогие экземпляры оружия. Зачем стремиться фармить или даже покупать в донат в магазине тот или иной ствол, если по сути все оно стреляет горохом? В описании к обновлению многое говорится о защите от пробития той или иной брони, а также о переработке зон нанесения урона. Также говорится о том, что обновление призвано сделать наносимый урон игрокам более понятным, и я акцентирую ваше внимание, логичным. Давайте посмотрим следующие кадры и подумаем над этим описанием. Является ли эта переработка логичной или же полной дичью? Как вы сами только что видели, я выстрелил по 2 раза на близкой дистанции человеку, не имеющему защиту, прямо между глаз из, мать его, АК-74М, используя обычные бронебойные и вольфрамовые патроны. А он, блядь, такой просто: «Мужчина, вы что себе позволяете? Не хулиганьте». Какие еще могут быть разговоры о правильной переработке урона, их зон нанесения, а также о какой-то логичности при таком стечении дел? Я не понимаю, как можно вообще, работая над таким проектом, додуматься и позволить себе внедрить такую механику, которая просто на ровном месте хоронит свою же идею развития данной игры и всю ее проделанную работу на пути к реализму. Еще многое можно было бы об этом сказать, но думаю, всего вышесказанного и так с лихвой достаточно, чтобы понять, во что превратилась игра. Когда материал для этого ролика был уже почти готов, на канале Stalker Brut вышел ролик под названием «Стоит ли играть в Stalker Online в 2020 году?», в котором он рассказывает о сложившейся ситуации в игре после выхода обновления, более простыми словами. Посмотрев данный ролик, я невольно поймал себя на мысли. Несмотря на то, что мы по сути разные люди, каждый со своими запарами и интересами, наше мнение о данном обновлении совпадает. И это лишний раз пример тому, что на самом деле происходит в игре. Благодарю за внимание.